Наверное, вы все слышали, что были такие начинания, и Москва всегда гостеприимно предлагала провести различным городам ярмарки различных масштабов, но Страсбургская одна из старейших, одна из интереснейших. В том году, к сожалению, не получилось провести ее так, как мы планировали, поэтому вот в этом году заблаговременно были подготовлены все необходимые документы, все необходимые распоряжения, постановления правительства Москвы. И с 24 декабря по 7 января Москва радушно примет наших французских гостей, соответственно, и также покажет для наших жителей, как ярмарки, новогодние ярмарки проходят в Европе. Значит, если говорить о самой ярмарке, то сюда привозятся 20 шале, которые будут установлены на Манежной площади. 23 декабря будет официальное открытие ярмарки вечером. Мы очень надеемся на то, что приедет мэр Страсбурга Сергей Семенович Собянин. Я надеюсь, также примет участие в открытии. И с 24 числа все москвичи и гости столицы, которые приедут также на празднование Нового года и Рождества в Москву, смогут посетить эту ярмарку. Значит, были примеры наших уважаемых гостей о том, что данная ярмарка, когда она 2 года была в Токио, собрала больше 500 000 человек. Я надеюсь, Москва в этом плане не подкачает, и мы также проявим свое гостеприимство и покажем, что москвичи также заинтересованы в таких интересных и значимых новогодних мероприятиях. Страсбург второй во Франции дипломатический город после Парижа, поскольку, как вы знаете, у нас находится Совет Европы и другие европейские организации. И помимо своей известности в качестве столицы Европы, Страсбург сейчас даже, может быть, больше известен как столица Рождества в Европе. И, конечно же, с неба это не упало, все это основывается на глубоких традициях. Потому что рождественская ярмарка, которая проходит у нас в Страсбурге, является самой старинной в Европе и непрерывно у нас проводится с 1570 года. И до 1990 года это была просто обычная рождественская ярмарка, да, старинная, да, красивая, но каких было, в принципе, много по всей Европе, и в Швейцарии, и в Германии. А в 1992 году Страсбург так провозгласил себя столицей Европы, хотя, да, я согласен, это было смело с нашей стороны, но чтобы это не выглядело просто вот такой смелостью, без подкрепления какого-то, мы приложили все усилия, чтобы действительно так оно и было, чтобы стать действительно столицей Рождества. Прежде всего, конечно же, это рождественская ярмарка, которая разрослась за 20 лет, и сейчас это рождественские ярмарки, которых у нас в городе проводится где-то 12. Кроме того, это самая большая живая, и я настаиваю на этом, живая елка, скорее, наверное, самая большая в мире даже, это 35 метров в высоту, которая ставится на одной из центральных площадей города и украшается каждый год по-новому по специальному проекту, по специальному дизайн-проекту, который разрабатывается художником. И кроме того, сама традиция, в общем-то, украшать рождественскую елку, она тоже родилась у нас в Страсбурге, поскольку первые письменные упоминания о первой рождественской елке украшенной относятся как раз к Страсбургу, это там, конец 16-го, начало 17 веков. И именно из Страсбурга пошла эта традиция, которая распространилась по всей Европе, а потом и в мире, украшать к Рождеству елку. Третья составляющая нашего вот этого звания Страсбург столица Рождества, это, конечно же, иллюминации. В рождественскую пору Страсбург является самым освещенным городом в Европе, далеко обгоняя Париж. И, конечно же, это один из элементов вот этого волшебства и магии. И именно это привлекает как обычных туристов, так и журналистов со всего мира в рождественский период в Страсбург. Другой важной составляющей является культурная программа, которая у нас проходит в это время. Все церкви, протестантские, православные и католические, конечно же, открывают широко свои двери посетителям, устраивают различные концерты. И, наконец, последняя, наверное, составляющая этого успеха – это страна «Почетный гость»,
который приглашается каждый год принять участие в нашей ярмарке. И Россия была таким почетным гостем уже 2 раза. Последний раз в 2009 году, когда в основном из Москвы и из Вологды приехали сувениры и другая рождественская продукция к нам в Страсбург, на нашу ярмарку. Значит, вся продукция, которая приедет из Эльзаса в Москву, произведена нашими, так скажем, мелкими производителями. Из них где-то 80% уже съездили в Токио, потому что мы не только просим их там изготовить эту продукцию и привезти, но также приехать самим и представить эту продукцию. И нам это кажется очень важным моментом, чтобы вот сами производители могли рассказать про свою продукцию потенциальным покупателям и посетителям ярмарки. Главным образом это такое традиционное семейное предприятие, которые из поколения в поколение передают, в общем-то, навыки. И когда мы отбирали этих производителей и их продукцию, мы прежде всего руководствовались темой вот рождественской, чтобы все традиционные виды, так скажем, рождественской продукции были представлены на ярмарке. Как, например, продовольственные товары, так и украшения. Украшения не только там на елку, но и вообще для дома, и для стола, и вообще любого рода украшения. Какие-то подарки, игрушки для детей. То есть это такая концентрированная версия того, что существует на рождественской ярмарке в Страсбурге. Если возможно, я дополню, да, около 800 видов, по крайней мере 800 видов продукции такого рода будет. А помимо продукции народного промысла, из дерева, металла, керамики, стекла, текстильные изделия, столовые украшения, рождественские украшения, будут еще и эльзасские специалитеты. То есть это праздник не только как бы такой натуральной продукции с точки зрения украшений и изделий для Рождества, это еще и гастрономический праздник. И здесь будет у нас знаменитый тарт фламбе, который в дровяной печи изготавливается, будут знаменитые рождественские печенья, эльзасские бредели, которые совместно 4 булочника из Эльзаса будут изготавливать вместе с нашими булочниками из наших булочных пекарен. То есть это такой праздник, действительно настоящий, поддерживающий традиции именно семейного торжества, когда семья готовится к этому празднику, использует какие-то особые украшения и особые гастрономические продукты для украшения стола праздничного. Конечно, вход на ярмарку будет бесплатный. Расписание мы сейчас составляем. Действительно, программа, я еще раз подчеркиваю, что это семейный праздник, и мы рассчитываем на большое количество детей. Мастер-классы, расписание мастер-классов и специальных мероприятий будет выложено на сайте, который, название этого сайта вы узнаете в ближайшее время. Он будет открыт, и вся информация актуальная о проведении этого мероприятия там будет выкладываться. Помимо всего прочего, вся информация будет и на сайте Департамента торговли. Это будут мастер-классы по изготовлению тех же самых игрушек из глины, дерева, всевозможные мастер-классы по раскрашиванию этих игрушек. То есть будет очень много всяких развлечений интересных, специфических для рождественских дней.